Этот день стал печальным для всех, когда друзья и соседи собрались, чтобы проводить хорошего человека в последний путь. Шоком стало для всех, когда волк подошел к гробу и укусил мужчину за шею. Причины такого поведения волка оказались еще более шокирующими. Мистер Дэвид Миллер всю жизнь прожил в небольшом городке Маккол, Айдахо. Он редко покидал его, за исключением лет службы в армии, где работал врачом и спасал раненых солдат. После возвращения домой он выбрал тихую, уединенную жизнь на окраине города. Каждый вечер он сидел на крыльце, наблюдая за закатом. Он был добр к соседям, но держался на расстоянии. Единственным, кто по-настоящему сблизился с ним, стал дикий волк, которого он назвал Уильямс. Животное часто появлялось рядом с домом, а Дэвид подкармливал его и даже разговаривал с ним, словно со старым другом. Со временем между ними возникла необычная связь. Однажды в городе начали распространяться слухи о волках в лесу. Некоторые жители решили охотиться на них. Дэвид был против, он считал, что каждое живое существо имеет право на жизнь. И вскоре судьба проверила его убеждения. Однажды вечером он услышал шум в сарае. Взяв фонарик, он осторожно заглянул внутрь, там сидел большой волк. Сначала Дэвид насторожился, но быстро понял – зверь ранен. В его лапе была пуля. Несмотря на риск, Дэвид решил помочь. Он аккуратно обработал рану, извлек пулю и перевязал лапу. Несколько дней он ухаживал за волком, кормил его и не позволял никому узнать о его присутствии. Постепенно животное окрепло. Когда оно смогло ходить, Дэвид отвел его в лес и отпустил. Волк замешкался на мгновение, словно не хотел уходить, но затем исчез среди деревьев. Казалось, на этом все закончится, но нет. Волк начал возвращаться. Иногда раз в несколько недель он появлялся ночью, и Дэвид снова его кормил. Их молчаливая дружба продолжалась. Прошли месяцы. Однажды утром Дэвид почувствовал сильную слабость. Он попросил знакомого мальчика купить продукты, но вскоре потерял сознание. Когда приехали врачи, было уже поздно, его признали мертвым. Новость потрясла весь город. На похоронах собрались все, кто его знал. Церемония проходила спокойно, пока вдруг в церковь не вбежал волк. Он направился прямо к гробу. Люди замерли. Волк остановился, посмотрел на Дэвида и внезапно укусил его за шею. Затем также быстро исчез. Все были в шоке, но спустя мгновение произошло невозможное. Дэвид сделал вдох. Оказалось, он не умер. У него случился анафилактический шок из-за сильной аллергии. Дыхательные пути были перекрыты, и он выглядел мертвым. Укус волка фактически открыл дыхание и спас ему жизнь. Позже врачи подтвердили, без этого вмешательства он бы действительно погиб. Когда Дэвид пришел в себя, он сразу спросил только об одном – о волке. Через несколько недель, вернувшись домой, он однажды ночью снова увидел знакомый силуэт на крыльце. Волк молча смотрел на него из темноты. Дэвид подошел и обнял своего спасителя. Тот тихо лизнул его в лицо и исчез в лесу. Навсегда. Иногда добро возвращается самым неожиданным образом.